Ну, всем привет, друзья! Продолжаем улучшать наш лодочный прицеп. Сегодня буду устанавливать вот такие брызговики, поскольку, пообщавшись с другими рыбаками, у кого есть прицепы, лафеты, говорят, ну, надо поставить, поскольку немножко защищает, меньше летит грязь. Вот, и решил установить вот такие, как бы, не знаю, оригинал, не оригинал. По цене, в принципе, недорого. Можно было взять какие-нибудь универсальные подобрать. Ну, взял эти. Одну сторону сейчас поставил. И на примере второй быстренько покажу. Затягивать видео не буду. Чтобы вы как бы сразу посмотрели. Если кому понравится, тоже так поставили. И не мучились. Так что поехали. В общем, чтобы установить нам наш брызговик. Чтобы не снимать вот эту заднюю балку. Она прикручена. Тут у меня уже все уложено. Нужно взять, поддонкратить наш прицеп, снять колесо и уже вот с этой стороны, вот видите, я на 3 болта взял, просверлиться все и установить. Вот, но поскольку в родном, сейчас я покажу, идет 4 отверстия, я сделал на 3, потому что мне показалось так лучше, поскольку тут в родном с завода, точнее не в родном, в брызговике, который идет с завода, идут 4 отверстия, они рядышком. Как бы мне показалось, как-то будет крепление жидковато, я распределил полностью вот эту нагрузку на 3 болта. Так что давайте посмотрим. Ну вот идет вот такой брызговик с мягкой резины, логотипом ЗСА. Вот. И видите, вот здесь вот с завода идет 2 и 2 отверстия рядышком. Но я вот крепил вот на эти крайние и вот решил по центру сделать. Там уже я был установил брызговики, уже лень было снимать. Там отмерял, ну неудобно, ну чтобы ровненько все сделать. Разбивайте вот между этим отверстием и этим 12 сантиметров. По центру делим вот здесь, делаем 6 отверстий. И вот на брызговик будет держаться на 3 болтах. Это будет достаточно, оно полностью будет прилегать к нашему подкрылку, вот, прижиматься, потому что мне показалось на 2 как-то оно и будет лучше держаться, но зато здесь не закреплено, как-то оттопыривается. Вот, ставим сейчас гайки, шайбы покажу. Берем наш подкатной донкрат, под саму ось ставим, вот, поднимаем, поддонкрачиваем колесо, все, подняли. Здесь у нас идут 4 болта на 17. Вот, все это сейчас дело откручиваем. Так, в общем, ребят, смотрим. Брызговик, и здесь вот видите, идут отверстия, и вот здесь такой выступ есть. И, соответственно, смотрим наш идет подкрылок. Надо протереть буду. Сейчас протру, вот. И мы его вот так ровно вот так выставляем сюда. Вот. И вот так у нас брызговичок стоит. Отмеряем нужное расстояние. Брызговик, получается, у нас идет как под 13 колеса, так и под 14 будет закрывать. То есть сейчас у меня стоит 13 радиус, если на 14 тоже. То есть тоже будет все нормально закрывать. Так что сейчас выставляем. Там уже смотрите сами. Главное, чтобы вот так выставить. Вот. Вот так он стоял. Ну, а там уже регулируйте. Немножко правее, левее. Вот, я немножко смещал в ту сторону. Так что вот выставляем, сверлим отверстие, вставляем, наживляем, точнее, гайку, болт наш ставим. И потом дальше сверлим, чтобы все четко ровно стояло. Все, одну сторону просверлили, наживили. Вот. И, соответственно, вот смотрим, чтобы вот брызговик наш был ровно здесь все. Потому что если сместим, будет криво. Вот ровно выставляем. И, соответственно, здесь вот этот уступ, видите, вот он ровненько идет с подкрылком, выштамповка, как будто здесь и стоит. И все, соответственно, сверлим дальше. Еще боковой и центральный. А если бы мы просверлили здесь 2 отверстия, здесь было бы как бы, ну, пусто, как бы я бы сказал, только по краям держался. Так нагрузка будет распределена по всему брызговику.
Так что, если производители смотрят, не знаю, делайте лучше 3 отверстия. Так будет нам. Наживил я 2 наших болта, практически закрутил. И вот можете видеть, даже если вот здесь и здесь было зажато, вот центральная часть. Не знаю, как она будет видно или нет. Вот ее, если брызговик назад, вот ее вот так выпирает. А так, если мы его сделаем, будет прижато. И, как и говорил, нагрузка будет распределена. Так что вот возьмите на заметку сразу, чтобы не тратить свое драгоценное время. Так, ну все, ребят, в общем, установил брызговики. Вот получается у нас левая сторона, там получается правая. Единственное, получается, с левой стороны у меня болты немножко короче, чем с правой стороны. Сейчас я покажу. В общем, с правой стороны у меня болты немножко стоят побольше, подлиннее, потому что нельзя брызговики пережимать. Буквально чуть-чуть немножко наживили. Получается, идет с внутренней стороны, точнее с наружной стороны идет болт, шайба, внутренняя сторона идет шайба, гровер, гайка и еще контрагайка, потому что если мы пережимаем, брызговик начинает крутить и вот здесь начинается выпирать как-то неровно, вот так волнами идти. Вот, поэтому немножко зажимаем гайкой первый и второй мы контрагаем. Вот, друзья, вторая сторона. Здесь у меня просто не хватило гаек, вот, точнее не гаек, болтов. Вот идет короткие болты, здесь идет гровер и гайка. И видите, он вдавливается, и он вот так начинается идти волной. И здесь вот как-то, ну, мне не нравится, неровно идет. Поэтому лучше всего взять подлиннее болты, взять, поставить с наружной стороны шайбу, с внутренней шайбу, гровер и 2 гайки. Тогда он более лучше, плотнее прилегает и вот так не топорщится. Так что вот такое, друзья, небольшое видео получилось по установке наших, будем говорить так, наверное, оригинальных брызговиков. Можно было взять подешевле брызговики, хотя я смотрел универсальные брызговики и эти, как бы, не знаю, оригинальные, родные, как там сказать. В принципе, по цене одинаковые. Взял вот эти. Они подходят как под 13 размер дисков, как и под 14 колесо. Вот. Единственное, немножко тут по-своему сделал. Показал, как можно установить. Видите, вот так крепится на 3 болта. Все четко. Так что, если кому интересно видео, делайте так. Не заморачивайтесь, и будет у вас все хорошо. Ну а на этом, друзья, я свое видео заканчиваю. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.